Всем известно, что собака– зверь компанейский и может найти общий язык с кем угодно. Даже если это представитель другого вида. Даже если он– опасный хищник. Собака будет играть с ним, и попробуй ей возразить. Вот и гепард Кумбали не смог возразить метису лабрадора Кага, оказавшемуся на его территории. Теперь они верные друзья, их игры и объятия столь же обыденны, как если бы это были игры между двумя обычными щенками. Кумбали родился в Вирджинии в зоопарке метро Ричмонд. Малыш был слабее своих братьев, из-за этого ему доставалось значительно меньше еды, чем остальным котятам, рожденным мамой-гепардихой по имени Хатари. Его постоянно вытесняли во время кормления, а бороться он не мог. Это заметили смотрители зоопарка. Также, они обратили внимание на то, что малыш очень плохо набирает вес. Он рос вялым, у него даже не было сил играть, отчего его обижали братья и сестры, задираясь, не давая прохода. Кумбали стал унылым, на это больше невозможно было смотреть. Еще чуть-чуть, и он бы погиб. Котенка пришлось разлучить с семьей. Его определили в отдельный вольер, где люди кормили его и ухаживали за ним. Служители парка играли с Кумбали и тренировали его. Со временем детеныш окреп, прибавил в весе, стал сильным и выносливым. Его вернули в вольер к братьям, надеясь, что теперь-то они точно поладят. Но чуда не произошло. Его забыли и не приняли обратно в семью. Малыш превратился в одиночку, стал грустным, постоянно лежал и смотрел в одну точку. Людям пришлось искать другое решение. Ему срочно требовался компаньон, который был бы с ним на равных. Действовать нужно было быстро, так как гепард– животное социальное и требует постоянного общения, иначе погибнет от тоски. Во спасение ему была послана другая одинокая душа. Щенок Кага был спасен из приюта, который закрыли из-за жестокого обращения с животными. Когда Кага почелили в вольер к гепарду Кумбали, замешательство второго было очевидным. Большой кот с недоверием отнесся к упитанному молочику, скачущему вокруг него. Точно так же тигру Шерхану некуда было деваться от пса Табаки, которого почелили к нему в вольер, и тот постоянно хотел играть. Тактика щенка при знакомстве такова: он несколько раз присаживается, вскакивает, виляя хвостом, а затем идет в наступление. Вот так и Кага, после недолгих размышлений, начал нападать на симпатичного пятнистого кота, виляя хвостом и тряся ушами. Кто ж тут устоит? Будущие друзья обнюхались, и аристократичный Кумбали любезно согласился поиграть. Как друзья резвились вдвоем в свой первый снег, можно увидеть на этом видео. Незаметно для самих себя, звери стали дружить и играть вместе, то катаясь кубарем, то пускаясь вскачь по вольеру. Люди торжествовали, все получилось. У Кумбали появился друг, с которым он стал неразлучным. Они спят вместе, едят, балуются и обнимаются, не замечая, что уже совсем взрослые. Эта история не нова. Еще с 70-х годов было установлено, что собаки и гепарды прекрасно уживаются вместе. Но только при условии, что оба молоды, иначе песик рискует попасть на обеденный стол к хищнику. Пока они маленькие и игривые, щенку ничего не грозит. Так же, как ничего не грозит любимой подружке льва Бондиггера, маленькой такси Мила, которая сопровождает его вот уж много лет. Гепарды не выносят одиночества. Кроме того, эти животные подвержены приступам паники. Беспокойные, они могут метаться часами по вольеру, изматывая себя и свои нервы. Щенок и гепард прекрасно дополняют друг друга. Веселый нрав простодушного барбоса способствует успокоению хищника. Собака, в свою очередь, может рассчитывать на нескучное времяпровождение и защиту со стороны более сильного компаньона. Будучи в таком тандеме, гепард и сам начинает вести себя, как пес. Вам понравились герои этой истории?
Напишите нам в комментариях, вы бы погладили гепарда с характером собаки. Ставьте лайк неординарной парочке. Читайте трогательные и добрые истории о животных и не только. Подписывайтесь на канал и следите за новостями, а ваша планета подарит вам еще много удивительных историй.